дорогие друзья, гости и подписчики канала Чучу ТВ. В прошлом видео я рассказывал о очень интересном и перспективном принтере Tron CXY2 Pro, который является одним из самых дешевых в линейке бюджетных принтеров. Сегодня стоимость такого 3D принтера с доставкой в РФ составит всего лишь $188, что, на мой взгляд, является очень привлекательной ценой. Но, как и любой бюджетный 3D принтер, он требует модернизации и доработок, чем мы сегодня, в принципе, с вами займемся. Итак, ребята, в сегодняшнем видео вас ждут следующие модернизации. Первым делом мы переведем данный принтер из Bowden штатной системы в Direct Extruder с помощью фидера BMG Wind от компании Mellowstore. Также сделаем принтер более тихим за счет установки бесшумных вентиляторов. Поставим нейлоновую безлюфтовую втулочку и опробуем в работе поликарбонатные ролики OpenBuild с того же AliExpress. Более качественно утеплим наш стол, ну а также заменим заводскую штатную прошивку на всем известную прошивку Marlin. Так что усаживайтесь, друзья, поудобнее. Приятного просмотра. Для начала давайте перевернем наш принтер и открутим переднюю панель. Обратите внимание на материнскую плату. Для обдува ее используется всего лишь один вентилятор 40×10. Тем более стоит учесть, что наши драйвера идут без дополнительных радиаторов охлаждения. А значит, использовать только один вентилятор 40×10 для этих целей недостаточно. Поэтому давайте откроем заводской вентилятор. Как видите, используется очень простое решение: втулочка и винт. Помимо обдува вентилятором, рекомендую еще поставить сюда радиаторы охлаждения. Как вот такие вот большие радиаторы, так и более маленькие. Устанавливаем аккуратно на каждый драйвер. Смотрите, не зацепите нигде контакты. И вот, пожалуйста, с помощью обычных коротких радиаторов мы улучшили охлаждение наших драйверов TMC2225 в несколько раз. На замену штатному вентилятору 40×10 на 24 вольта я решил использовать вентилятор 6015. Он менее оборотистый, но за счет большего размера лопастей будет работать намного тише, но и в то же время эффективнее. Для его установки нам понадобится более длинный винт M340, а также дополнительная втулочка, которую сделал из обычного маркера. Можно было бы, конечно, ее распечатать на 3D принтере, но так как я делаю модернизацию по ходу видеосъемки, то, естественно, решил не тратить на это время и использовал подручные средства. Теперь давайте, друзья, ради интереса замерим уровень шума, как шумят наши вентиляторы. Уровень шума составил в среднем 55 дБ. При этом вентилятор у нас материнская плата не работает. Мы его сейчас можем активировать и посмотреть, насколько сильно увеличится шум. Как видите, шум увеличился буквально на 2 дБ. Основной шум создает именно вентилятор блока питания. С обратной стороны панели есть два крепежных винта, которые нам нужно открутить. Винты позади мы открутили, остается еще открутить два крепежных винта сбоку. Чтобы добраться до вентилятора, нужно также открутить боковые винты. Они позволят снять крышку вместе с самим вентилятором. Как видим, друзья, здесь также установлен вентилятор 6015. Давайте проверим на шумность наш заводской вентилятор 6015. Подключаем к блоку питания. Переворачиваем его вниз, так как он вот так вот будет стоять у нас в блоке питания. И устанавливаем сверху телефон. 81-82 дБ. Теперь ставим новый вентилятор. Здесь мы видим, что уровень шума точно такой же. 81-82 дБ. То есть наш новый вентилятор ничем не лучше, чем заводской. И менять его, в принципе, нет смысла. Естественно, у вас возник вопрос: почему же так шумят эти оба вентилятора? И эта проблема связана не с самим вентилятором, а с его расположением. Посмотрите, насколько сильно усиливает крышка этот звук. Если мы немножко приподнимем, стало намного тише. Опустим, стало намного громче. Вывод какой? Заводской вентилятор менять не обязательно. То есть он работает вполне адекватно и очень даже тихо. Проблема заключается в том, что он находится прям вплотную к нашей крышке, и потоки воздуха создают завихрение и усиливают шум. Решить эту проблему можно очень просто. Поставить проставки именно перед нашим вентилятором. То есть, грубо говоря, приподнять немножко вентилятор над уровнем крышки. Тем самым мы избавимся от лишнего шума. Но проблема в том, что вентилятору здесь некуда опускаться. Очень мало пространства. Поэтому самым простым способом решить эту задачу — это просто вырезать вот это отверстие по размеру нашего вентилятора. И здесь не нужен какой-то специнструмент. Я использую вот такие вот старые, уже заношенные кусачки.
Остается немножко выровнять и получим очень красивое отверстие. Если поставить сюда вентилятор, видим, что ничего потоку воздуха не мешает. И естественно уровень шума здесь будет значительно тише, чем до этого было. А чтобы избавиться от дополнительных вибраций, я воспользуюсь вот таким вот толстым двухсторонним скотчем. Наклеиваем его на углы. Монтируем наш вентилятор и закручиваем назад. Как слышите, друзья, уровень шума стал намного тише. Теперь давайте сделаем то же самое, только с обдувом материнской платы. Включили обдув, устанавливаем крышку и слышим, что уровень шума увеличился. То есть в этом месте нам нужно убрать решетку. Также использую кусачки. Остается только молотком немножко выровнять. И все будет прекрасно. Чтобы снизить капитально уровень шума, я решил понизить напряжение. И для этого я использую обычную понижайку LM2596. Она стоит копейки на Алиэкспресс, о ней я уже делал неоднократно обзоры. И когда модернизировал самосбор, и когда модернизировал тот же Ender 3. Сейчас на входе понижайки, то есть с блока питания, идет 24 вольта. Подключаем на выход. И мы видим, что у нас на выходе 23 вольта. Поэтому вентилятор шумит еще немножко тише, чем раньше. Но этого все равно мало. Прежде чем мы окончательно отрегулируем уровень шума, покажу, как я его подключал. На контакты IN, это вход, мы подключаем провода от блока питания. На выходе точно так же выводим уже на наш вентилятор. А с помощью регулировочного резистора можем снизить напряжение. Для наглядности давайте я вам покажу зависимость падение напряжения от мощности нашего вентилятора. Здесь я использую вот такой вот анимометр. Он измеряет поток воздуха. Сейчас у нас состоит где-то в районе 2,7-2,8 метров в секунду. При 23 вольтах. На резисторе давайте уменьшим до 20 вольт. И вот, пожалуйста, при снижении напряжения до 19,8 у нас падение потока воздуха составило в районе всего лишь 3-4 метра в секунду. Что совершенно немного. Можно даже понизить немножко еще. Мощности потока 2,2 метра в секунду более чем достаточно, чтобы обдувать наш блок питания. То есть, используя вот такую вот копеечную понижайку, мы снижаем напряжение, снижаем обороты и тем самым уменьшаем уровень шума. А теперь, друзья, момент истины. Давайте проверим, насколько бесшумным сделали наш принтер. В среднем где-то 47 дБ. Я включил второй вентилятор обдува материнской платы. И мы видим, что поднялось всего лишь на 1 дБ, то есть 48. Я считаю, что это хороший показатель. Принтер стал у нас намного тише работать. С блоком электроники мы закончили. Переходим к следующей модернизации. На следующем этапе модернизации мы заменим ролики OpenBuilds заводские на белые поликарбонатные Extreme из Китая. Очень давно хотел их протестировать, и вот как раз подвернулся случай. На первый взгляд, качество поликарбоната очень даже неплохое. При этом геометрия вся ровная. Нигде нет никаких скосов, срезов, зазубрин. Поликарбонат не продавливается. Достаточно плотненький, жесткий. Это очень хорошо. В комплекте идут подшипники. Тоже весьма хорошего качества. Проблем с закусываниями и заеданиями здесь нет. Мягкий плавный ход. При этом люфтов тоже не наблюдается. Внутри у нас перегородка, поэтому сюда нужно поставить специальную шайбу. Ее мы возьмем со старого OpenBuilds. Ставим на место и закрываем вторым подшипником. Такую операцию проводим со всеми остальными роликами OpenBuilds. И вот, пожалуйста, друзья, за 5 минут мы заменили все ролики OpenBuilds на столе. Каретку мы установили, ролики эксцентриками отрегулировали. Проверяем плавность хода. Все просто супер. Теперь можно поставить ремни на место. Перед установкой стола на каретку давайте заменим подложку, чтобы она охватывала полностью всю область печати и тем самым обеспечить минимальные потери тепла. Старую подложечку просто срываем. С помощью обычного подсолнечного масла я убрал остатки клея. Также не забывайте обезжирить поверхность, например, тем же спиртом. Вырезал под размер нашего стола подложечку. Сделал пробойничком отверстие. Пробойничек — это обычный кусочек трубочки я нашел. И немножечко заточил его по краям.
Ну, можно сказать, почти идеально. Еще очень важная модернизация — это замена штатных легких заводских пружинок на вот такие вот усиленные. Тоже вам рекомендую это сделать, потому что это обеспечит лучшую стабильность нашего стола. Наживил регулировочные барашки, но в таком виде оставлять стол ни в коем случае нельзя. То есть его нужно обязательно сейчас откалибровать механически. Потому что если вы его оставите вот такой вот перекошенный, естественно, он примет в итоге такую же форму. И просто искривится со временем. То есть проходим по всем точкам, 4 нашего стола. Старайтесь медленно передвигать. TMC2225 драйвера спалить таким образом практически невозможно, но все-таки лучше не рисковать. Следующий этап модернизации — это замена люфтовой заводской втулочки на вот такую вот нейлоновую. Она вообще не люфтит, при этом достаточно легко движется. Но также заменим везде ролики OpenBuilds на поликарбонат. Так как мы сюда будем ставить вот такую вот голову, это BMG винт от компании Mellow Store. Вес такого девайса однозначно тяжелее, чем родной Hotend, ведь в нашем случае на тронсе установлен только один T8 винт с одной стороны. А значит, нагрузки на штатные ролики OpenBuilds будут достаточно большими. Но с этими нагрузками отлично справятся ролики OpenBuilds из поликарбоната, которую мы и поставим. Прежде чем мы перейдем к следующей модернизации, давайте проведем интересный опыт с перекосом балки оси X при перемещении головы. То есть мы будем двигать голову влево-вправо и смотреть на часовом индикаторе, будут ли отклонения. Потом добавим вес нашего BMG аэровинда и сделаем то же самое. Давайте сделаем перемещение головы в сторону. Обратите внимание, отклонение составило 1/100. Теперь ради эксперимента добавим сюда вес. И вот, пожалуйста, отклонение составило всего лишь 0,02. То есть использовать вторую ось Z нам в данном случае по сути и не нужно. Это значит, что при правильной настройке ролика OpenBuilds, даже вот с такой вот более тяжелой головой Hotend, у нас никаких отклонений особо не будет. Качество модели не должно пострадать. Вот такие вот втулочки, как я и говорил, очень сильно люфтят. И сейчас я хочу вам показать на примере, насколько сильно люфтит заводская втулка. Установили часовой индикатор на нуле и приподнимаем наш портал на высоту люфта нашей втулки. Как вы видите, отклонение составило 2,5. Учитывая то, что высота слоя печати у нас 0,2, то, естественно, такой люфт недопустим. Единственное, что нас спасает, то, что вал у нас стоит ровный. И поэтому воблинг не наблюдается. Но раз мы уже меняем ролики OpenBuilds и снимаем каретки, то почему бы сразу не заменить штатную заводскую латуневую втулку на вот такую нейлоновую, у которой нет практически люфтов. Еще раз, друзья, напомню новичкам. Методику сборки, установки и настройки ролика OpenBuilds, а именно кареток, я рассказывал в предыдущем видео по сборке Tronci XR2 Pro. Очень подробно. И вам рекомендую обязательно посмотреть это видео, чтобы в итоге у вас получился вот такой вот результат. Никаких люфтов, ролики не перетянуты, все работает просто превосходно. Для замены ролика OpenBuilds я снял Hotend, фидер и саму электронику. Все разбирается очень легко, без каких-то особых трудностей. В процессе сборки я почему-то не обратил внимания на то, что в комплекте с поликарбонатными OpenBuilds шли еще под них специальные шайбы. То есть нам ничего не нужно вытаскивать из старых OpenBuilds, так как все в комплекте уже есть. Ставим экстримовскую шайбу и закрываем вторым подшипником. С поликарбонатными роликами мы закончили, везде я заменил. Остается установить только T8 винт с нейлоновой втулочкой. И вот так вот, друзья, мы собрали полностью всю практически механику. Обратите внимание, насколько плавно ходит наш вал. Вообще, одним пальцем вверх-вниз, без какого-то особого труда. При этом сюда мы поставили не латуневую втулку, а нейлоновую. Работает просто великолепно. Обратите внимание на люфт. Максимум у нас 0,03. Против 2,5 у латуневых втулок. Вот код заводской штатный МК8 мы с вами заменим на BMG винт от компании Mellow Store. О нем есть уже отдельное видео. И, кстати, китайские инженеры молодцы, потому что не сразу внесли изменения в эту конструкцию. По моей просьбе. Сделали 2 крепежных отверстия. Так что вам делать их уже не нужно будет. Но перед тем, как установим, давайте разберемся с подключением нашего мотора. Потому что с этим у вас могут возникнуть некоторые проблемы. Компания Tronci сделала очень интересное такое решение.
вынесли на плату все разъемы. При этом каждый разъем подписали, включая и шаговики, то есть обмотки. То есть от разъема экструдера у нас отходит вот такой вот коротенький провод для штатного подающего мотора. Его мы вытаскиваем, вставляем в наш мотор и давайте проверим с вами обмотки. Прозваниваем первую и вторую. У нас получается 2,3 Ома. Третью и четвертую тоже 2,3 Ома. Так как у нашего шагового двигателя две обмотки используются. Первый и второй контакт это первая обмотка. Третий и четвертый это вторая обмотка. Вытаскиваем наш штекер и вставляем в короткий мотор от Mellow Store. И также прозваниваем контакт. Первый и второй. Тишина. Первый и третий. 4,3 Ома. Теперь проверим второй и четвертый. Тоже 4,3 Ома. Получается, что заводской родной провод нам совершенно не подходит. К нему ни в коем случае нельзя подключать вот такой вот короткий мотор, потому что обмотки будут здесь перепутаны. Чтобы у вас не было проблем с подключением, используйте заводской родной провод от BMG Wind. Он идет в комплекте с самим подающим механизмом. Первый и второй. И вот, пожалуйста, мы видим 4,6 Ома. Третий и четвертый. И мы видим те же самые 4,6 Ома. То есть с родным проводом у нас правильно здесь расположены обмотки. Первый и второй контакт это первая обмотка, второй и третий это вторая обмотка. При подключении вот таким вот штекером может возникнуть ситуация, когда мотор будет крутиться в другую сторону. Чтобы заставить мотор крутиться в нужную нам сторону, достаточно просто развернуть штекер на 180 градусов. То есть втыкаем его в разъем не вот таким вот образом, а на 180 градусов. Вот так. На следующем этапе нужно проверить, что все узлы нашего хот-энда собраны правильно. О директ-экструдере BMG Wind я уже рассказывал в предыдущем видео. По качеству изготовления именно этот фидер является одним из лучших на сегодняшний день. Эта часть у нас фрезерованная из алюминия, а это пластиковая. Благодаря такой комбинации мы получаем небольшой вес. Давайте откроем наш BMG. Аккуратненько снимаем. Геометрия и точность фрезеровки на высоком уровне. Но иногда в области канала филамента встречаются небольшие заусенцы. Их нужно аккуратненько убрать пинцетом. Единственный недостаток этого директа заключается в люфтах, которые здесь присутствуют. Вот, к примеру, вот так вот люфтит здесь рычаг. С другой стороны, это в принципе не страшно, потому что в канале филамента этот рычаг самоцентрируется. Но, конечно, в идеале хотелось бы от этого люфта избавиться. Берем вот такую вот обычную шайбочку, одеваем и вуаля, проблема решена. Точно так же одеваем еще одну шайбу вот сюда на редукторную шестерню. И все это собираем. И обратите внимание, люфтов никаких нет. При этом редукторная шестерня тоже у нас не люфтит. Вот теперь наш фидер полностью готов к работе. Главной особенностью данного директа является то, что сам корпус нашего фидера является своеобразным радиатором. Сам же термобарьер мы вкручиваем прямо в корпус фидера. При этом, друзья, мы будем тестировать новый термобарьер от Mellow Store. Он был сделан по вашей просьбе в телеграм-канале и моим чертежам. Данный термобарьер является биметаллическим. Здесь используются два разнородных материала. Медь с одной стороны, которая вкручивается в радиатор, и титан, из которого сделан сам термобарьер и резьбовая часть. Качеством изготовления я остался очень доволен. Внутренняя поверхность у нас зеркальная. Термобарьер получился весьма удачно. И в отличие от биметалла, здесь у нас присутствует вот такой вот фланец, который позволяет без труда монтировать и демонтировать. А также за счет цельной структуры из титана мы получаем более правильное, более жесткое соединение. Ведь коэффициент расширения этих материалов совершенно разный. Также посмотрите на внутреннюю структуру термобарьера. Есть специальное отверстие под тефлоновую трубку. Некоторые ребята ставят без нее, это неправильно. Сюда нужно поставить маленький кусочек тефлона. Вот такая вот длина будет самая оптимальная. Закручиваем. То есть длину тефлона вы подбираете сами. На нагревательном блоке здесь используется защитный силикон. Но как уже заметили, он охватывает не всю область нагревательного блока. Вверху его нет. Естественно, все тепло от этого нагревательного блока попадает на наш радиатор и по сути начинает его перегревать. Чтобы это не происходило, эту часть желательно заизолировать. В магазине Mellow Store я прикупил специальную теплоизоляцию с термоскотчем. И из него вырезал по размеру вот такую вот прослойку. Вставляем в наш радиатор. Теперь можно накрутить наш нагревательный блок. С обратной же стороны вкручиваем сопло 0,4. Вот такие вот зауженные сопла мне очень понравились в работе. К ним претензий у меня никогда не было. Силикон можно, конечно, снять, чтобы нам было это делать удобнее. Еще очень важный момент. При вкручивании сопла обязательно удерживайте нагревательный блок.
Иначе вы просто-напросто вот таким вот образом свернете голову вашему термобарьеру. Вот теперь, друзья, можно смело одеть нашу силиконовую защиту. Благодаря термоизоляции мы защитили радиатор фидера от перегрева. Для монтажа BMG винт на каретку нашего принтера нам нужно тоже снять вот этот вот пластиковый корпус. И вот у нас появляется доступ к крепежному отверстию. И этими же отверстиями мы ставим в посадочные места. Там, где ранее у нас стоял МК-8. Но чтобы увеличить жесткость и наш BMG не висел в воздухе, я разработал еще дополнительную крепежную пластину. Мы ее одеваем на каретку, а сверху прикручиваем BMG винт. Я уже использую такое решение на своем Creality Ender 3. Наш фидер мы прикручиваем сначала именно этим винтом, потому что здесь мешают ребра и подлезть будет очень сложно. Вот таким вот образом накручиваем первый винт. Ну а дальше переходим к монтажу второго винта. И вот, пожалуйста, друзья, мы получили очень высокую жесткость, надежность, а также удобство. Потому что сюда мы можем вывести, например, провода. Что мне нравится в этом фидере, что здесь очень легко отрегулировать именно зазор между редукторной шестерней и ведущей. Просто небольшим смещением мотора. Проверяем работу редукторной шестеренки. Видите, крутится достаточно легко с отжатым рычагом. Для обдува нашего радиатора я не буду использовать очень шумный 40×10 вентилятор. А вместо него поставлю вентилятор от Creality. Да, вы не ослышались, друзья. Я заметил это уже давно, что креалитевские вентиляторы очень тихие. Одни из самых тихих на рынке. И поэтому я ими часто пользуюсь. Чтобы закрепить вентилятор на радиаторе, нам понадобится более длинный винт М345. Для обдува детали буду использовать улитку 5015. И вот такой вот распечатанный обдув из пластика АБС. Сюда мы вставляем нашу улитку. Видите, она так идеально заходит. Я ее даже здесь не фиксирую, потому что она плотненько зашла без каких-то проблем. Так что фиксация даже не обязательна. И закручиваем через второе отверстие вентилятора. Также проверяем, чтобы все крутилось. Ну и, конечно, чтобы обдув дул ниже уровня сопла. В данном случае под углом он дует как раз вот чуть-чуть ниже. И это правильно. Прежде чем замотать в оплетку, давайте проверим работоспособность наших узлов. Для начала давайте включим вот этот вентилятор. Он сейчас работает на 100%. Как я говорил, вентилятор от Creality просто обалденный. Работает очень тихо. Также давайте включим вентилятор обдува. Мы слышим, как усилился немного звук. Но мы должны понимать, что вентилятор сейчас работает у нас на 100%. Зачастую этого не нужно использовать. Для PG пластика достаточно 70%. Тогда он работает намного тише. Если поставить 70%, то звук становится еще тише. Но при этом поток воздуха не намного меньше. Также давайте включим обдув материнской платы. Его вообще не слышно. Так что можно сказать, что наша модернизация успешна. Собрав все провода в кучу, фиксируем в специально распечатанном канале. Оборачиваем все в оплеточку. А теперь, друзья, самое интересное. Нам нужно установить заводской датчик индуктивности на новую голову. Некоторые из вас спросят, а почему бы сразу не поставить датчик BealTouch? Я подумал и решил этого не делать. Ведь для этого понадобится провести полностью проводку к материнской плате. Естественно, через левый костыль это все подключить. Да блин, ну ё-моё! И не каждый новичок сможет справиться с этой задачей. Поэтому на данный момент я решил оставить именно датчик индуктивности заводской. К тому же никаких проблем с его работой у меня в принципе не возникало. Так что пока не вижу смысла его менять. Чтобы легче было его установить, желательно обдув детали куда-нибудь отодвинуть. А также распечатать вот такое вот крепление. Можно из пластика PG. С обратной стороны запрессуем две гайки М3. Также нам понадобится два штатных заводских винта М2,5, которые были установлены на вентилятор обдув улитку. Вставляем в нашу распечатанную деталь и надежно фиксируем. Кстати, держится очень жестко. Датчик индуктивности крепим заводскими винтами. Опускаем наше сопло до тех пор, пока оно не коснется стола. После этого приподнимаем на 1 мм. Опускаем сам датчик до того момента, пока он не загорится. Фиксируйте датчик таким образом, чтобы его нижняя плоскость была максимально параллельна столу. Вот, пожалуйста, снова загорелся. При этом сопло у нас не касается стола. Это очень важно, потому что если у вас окажется сопло ниже уровня датчика, то в итоге сопло отожмет стол и ваш портал поедет вниз без остановок. Поэтому лучше пусть будет зазор между столом и соплом, который мы в итоге выберем или Z-Offset, или же настройками в самой прошивке Marlin. Как вы помните, друзья, из предыдущего видео, в комплекте Stroncy шла вот такая вот подложечка.
наклеенная на текстолит. Я ее снял, очень аккуратненько, легко она отрывается, и приклеил напрямую прямо на алюминиевый стол. Тем самым избавился от искривлений нашего текстолита. То есть это самый бюджетный вариант, как решить проблему с неровностями стола. Но мы должны понимать, под ней находится тоже слой определенной толщины именно клея, который тоже может выдавать некоторые неровности. Поэтому я решил сделать последнюю интересную модернизацию. Это заменить подложку стола на вот такую вот, друзья, магнитную из Китая. Очень давно хотел ее опробовать в работе, потому что многие хвалят. Здесь у нас магнитная часть. Она клейкая, мы должны ее приклеить на алюминиевый стол. А сверху установлена металлическая пластина. Почему я решил выбрать именно такое решение? Да потому что мы используем датчик индуктивности. В отличие от того же Beltouch, который срабатывает на касание, датчик индуктивности срабатывает на металл. То есть он не отражает все неровности именно подложки, которая здесь сейчас приклеена. Как вариант, можно было бы поставить сюда стекло. Но мы знаем, что датчик индуктивности находится слишком близко к столу. Буквально на 2,5-3 мм. Поэтому 4-миллиметровое стекло сюда не влезет. Иначе датчик индуктивности не будет срабатывать и наша голова просто уедет вниз. А вот магнитно-металлическая поверхность прекрасно будет работать с нашим датчиком индуктивности. Тем более она быстросъемная. Но об этом я расскажу чуть-чуть позже. Первым делом нам нужно убрать старую поверхность. А для этого нам нужно разогреть стол до необходимой температуры. Например, до 110 градусов. При достижении 100 градусов наша подложка уже сама начинает отваливаться. Ее легко можно, в принципе, оторвать. Посмотрите, на поверхности даже не осталось практически следов от клея. Весь клей остался на самом нашем столе. А на нагретый стол наливаем обычное подсолнечное масло. Немножко специй по вкусу, пряностей. Шучу, конечно, ничего этого добавлять не нужно. Просто масло. В одном из видео я уже рассказывал об этой методике, когда обычным подсолнечным маслом мы убираем остатки клея. То ли с велосипеда, с самоката или при покупке какого-то товара можно убрать следы клея от наклейки. Точно так же и здесь. С помощью масла мы убираем следы от наклейки. В моем случае клей оказался достаточно толстым. И здесь лучше использовать еще дополнительно шкребок. В виде обычной, там, допустим, банковской или какой-нибудь ненужной карты. И в принципе все удаляется очень даже легко. Единственное, нам остается только обезжирить поверхность, чтобы наклеить новую площадку. После того, как обезжирили, можно приклеить уже новую подложку. Отделяем металлическую часть, переворачиваем. С обратной стороны у нас клейкая поверхность. Убираем защитную пленочку и аккуратненько приклеиваем к нашему обезжиренному столу. Хорошенько разглаживайте, чтобы клей улегся идеально, нигде не было бугорков. Ну а сверху мы устанавливаем нашу магнитную доску. Преимущество такого решения заключается в мобильности. Очень удобно снимать модели. То есть мы немножко приподнимаем, тем самым искривляем поверхность, и наша деталь сама отваливается. Не нужно ее отдирать, срывать с мясом, и это огромный плюс именно таких вот магнитных подложек. Ну и, конечно, сама поверхность. Она максимально точная, максимально ровная, максимально гладкая. И, естественно, наш датчик индуктивности будет срабатывать именно на этот металл. Поэтому точность позиционирования по столу будет максимально высокой. А теперь, друзья, несколько небольших доработок, но очень полезных. Первая доработка — это удлинитель для SD-карты. Мы знаем, что у Tronci XY2 Pro слот под SD размещен сзади, что совершенно неудобно. А с помощью такого удлинителя можно вынести этот слот, например, на переднюю панель. Но так как у нас здесь нет крепежного элемента, я решил спроектировать и распечатать специальный отсек. С обратной стороны два крепежных отверстия. Проводим через этот отсек наш кабель. И вот, пожалуйста, аккуратно и плотненько заходит наш слот. Так как эти два крепежных отверстия у нас свободны, мы можем под них разместить нашу SD-карту. Для крепления я буду использовать вот такие вот винты М4-6 с потайной головкой. Предварительно прозинковал фаски. Но вам этого делать не обязательно. Вы можете просто использовать вот такой вот винт с полукруглой головкой. Только длиной М4-8. Он отлично сюда подойдет. Мне просто нравятся такие потайные винты, поэтому я решил их поставить. Винты в пластик вкручиваются очень плотненько, так что гаечка там не нужна. Я использую пластик PG от компании Plexivile. Это один из самых недорогих филаментов, но при этом очень качественных. Вот этот вот штекер мы, естественно, втыкаем в заднюю панель. Теперь очень удобно пользоваться microSD. Просто вставляем в слот, нажимаем до щелчка.
И все, пожалуйста, она у нас не выпадает, не вываливается. И при этом находится на передней панели. При желании один раз нажимаем и вот аккуратненько вытаскиваем. Просто мега удобно. Теперь по поводу держателя филамента. Заводской держатель вообще никуда не годится. Я распечатал вот такой вот вариант. Конусная система позволит максимально жестко закрепить нашу бобину. Внутри у нас стоят подшипники с обоих сторон, 608. Вставляем держатель бобины, с обратной стороны закручиваем. И вот так вот надежно мы зафиксировали. В заводскую пластину для филамента я вставил шток резьбовой М8, на который мы одеваем наш держатель. Для того, чтобы бобина у нас самопроизвольно вот так вот не разматывалась, с обратной стороны поджимаем гаечкой. Если немножко подкрутить, мы получим вот такой вот достаточно плавный ход, без саморазматывания. И вот, ребята, наша модернизация закончена. Принтер готов к работе и тестированию, чем мы, в принципе, сейчас и займемся. Но прежде, друзья, чем мы перейдем к тестированию, давайте решим вопрос с прошивкой. Заводская прошивка совершенно не идеальна, она заблокирована и, естественно, не позволяет менять некоторые параметры, что совершенно неудобно. Поэтому самым оптимальным вариантом будет установка прошивки Marlin. Для этого переходим по соответствующей ссылке на github.com. Я ее размещу под видео в описании. Нажимаем код Download Zip. Открываем наш скачанный архив. Здесь у нас папочка Marlin Troncy Full MKS TFT, то есть уже готовая по сути прошивка. Но чтобы ее открыть и отредактировать, нам понадобится специальная среда, о которой я уже рассказывал неоднократно. Это Visual Code или же тот же Atom. Но я все-таки предпочитаю больше Visual Code. Прежде чем мы начнем вносить изменения, сразу хочу сказать новичкам, которые боятся использовать вот такие вот прошивки, боятся в них лезть или что-то у них не получается. Вам не обязательно этим всем заниматься, потому что готовую прошивку я выложу у себя в телеграм-чате. И каждый из вас может, в принципе, ее использовать для своего принтера. То есть вам нужно будет просто залить ее и, естественно, уже пользоваться принтером. Но для тех ребят, кто хочет именно изменить сам лично какие-то параметры, сейчас я покажу инструкцию, что конкретно нужно здесь изменить, чтобы прошивка заработала. Прежде всего заходим в платформу INI. Здесь нам нужно выбрать нашу плату. Для того, чтобы правильно выбрать наш микроконтроллер, обязательно откройте материнскую плату и посмотрите, что на ней написано. В моем же случае используется микроконтроллер STM32F103Z6. Поэтому нажимаем Ctrl-F и в поиске вносим это название. А вот и наш микроконтроллер. Здесь, правда, указано Troncy X5S. Дело в том, что в последних модернизациях Troncy XY2 Pro ставится именно вот такой вот микроконтроллер STM32F103. Он более новый, более мощный, более шустрый. И такие микроконтроллеры ставятся уже на более дорогих Tronxy. Поэтому для нас это, скажем так, бонус. Если у вас другой микроконтроллер, естественно, выберите в списке, который вам больше подходит. И там, где указаны квадратные скобки, написано N, двоеточие, копируем название Chi2 F103. И полностью это название вставляем в Default Ends. С этим мы закончили, переходим к самой Marlin. Выбираем Configure H и постепенно опускаемся вниз. Здесь мы обязательно должны раскомментировать, какая плата у нас используется. Для этого также вам нужно проверить маркировку вашей материнской платы. Здесь у меня, видите, написано CXY-V6. Из этого огромного списка нам нужно выбрать то, что нам больше всего подходит. И вот, пожалуйста, XY2-V6, наша плата, 255 BMG TMC. У нас используются драйвера TMC 2225, все правильно, и BMG. Раскомментируем, просто удаляя вот эти вот две наклонные линии. В этой строке нужно раскомментировать Define TFT Color UI. Это по сути интерфейс нашего экрана. Для моей платы только этот пункт работает адекватно. LVGL и Classic, к сожалению, почему-то не хотят работать. Ну, мне, в принципе, и такое устраивает. Дальше опускаемся еще ниже и находим тот же наш BMG. Как уже заметили, он у нас подсветился полностью, весь. Также проверьте маркировку V6-255. В данном пункте мы можем изменить параметры нашего стола. Я же поставил вместо 255, поставил 254. Так как по факту у меня 1 мм стола съедается. Ну и высоту заменил на 260. Здесь в портах мы ничего не меняем. Проверьте, что материнская плата у вас была правильно указана. Также, друзья, обязательно раскомментируйте две строки. Define PID Edit Menu и Define PID Auto-Tune. Благодаря этому мы сможем калибровать пиды нашего хот-энда прямо через меню принтера. Обратите внимание на пункт выбора драйверов. Дело в том, что в списке здесь нет, к сожалению, TMC 2225.
Поэтому по умолчанию установлены TMC2208. Они по сути идентичны в работе. Максимальное перемещение по умолчанию. Здесь у нас стоит 300, но я считаю, что 200 будет более чем достаточно. Максимальное ускорение 1500, 1500, 100 и 5000 в принципе нормальное для дорогостола. А вот ускорение по умолчанию я решил снизить до 700. Потому что в данном случае у нас используется прошивка Marlin, а не Clipper. И естественно она не особо расположена к большим ускорениям и джеркам за счет огромного веса стола. Так как у нас отключен Classic Jerk, а установлен Junction Deviation, естественно нам нужно его подкорректировать, исходя из того, что ускорение мы занизили. А в этом, друзья, вам поможет мой калькулятор. Давайте поставим Jerk 10, ускорение 700. В нижней таблице у нас дублируются данные, и мы получаем готовый результат. 0,057 Junction Deviation нужно установить в нашей прошивке Marlin. Рассчитываться он по вот этой вот формуле. Дальше мы переходим к датчику индуктивности, который тоже немножко нужно настроить. Define Nozzle to Probe Offset. Это расстояние по X, по Y и по Z от сопла до нашего датчика. Так как датчик у нас расположен дальше сопла, у нас будут плюсовые значения. 33 мм. Замеряем линеечкой. По Y наоборот. Датчик находится спереди. То есть он находится в отрицательной зоне, а значит у нас значение отрицательное. Минус 30. А вот по Z ничего менять не будет, оставим так как есть. Эти параметры указывают рабочую область. Так как у нас по X нет отрицательных значений, минимальная позиция сопла находится в области стола, поэтому оставляем здесь 0. По Y у нас наоборот. Сопло выходит за пределы нашего стола в отрицательную сторону. Все, что находится за пределами стола, это минусовые значения. А значит по Y у нас минус 20. В параметре Define Level Bed Corners мы проводим по сути границу, куда не должен заходить наш датчик. Вот, к примеру, наглядно все показано. 4 точки, по которым движется наш датчик индуктивности. И 20 мм это расстояние от края стола до этой точки. Также проверьте, чтобы функция Define Z Safe Homing была включена. А на этом мы заканчиваем настройки нашей прошивки. И нажимаем соотношение клавиш Ctrl-Alt-B. Происходит процесс компиляции. После того, как успешно все скомпилируется, у вас появится вот такая вот надпись. Теперь заходим в нашу папочку Marlin Tronci Full MKS TFT. Заходим PIO, Build, Chetu F103. И здесь у нас появилось два файла. Firmware, прошивка, и Update CBD. Копируем этот файл и вставляем на SD-карту. Теперь остается нам только залить прошивку в наш Tronci Xperia 2 Pro. Вынимаем с флешки и вставляем в наш распечатанный SD-слот. После этого включаем принтер. Слышите короткие гудки. После 5-го или 6-го раза таких гудков прошивка автоматически перепрошьется. И вот, пожалуйста, наша прошивочка готова. Как видите, меню у нас стандартное, достаточно удобное. Если нужно разогреть хот-энд, и нажимаем, сколько нам нужно разогреть. Это удобно особенно для калибровки экструдера, которым мы сейчас и займемся. Дальше при необходимости можно нагреть стол, включить обдув вентилятора, увеличить скорость печати. Также можем откорректировать поток. Здесь у нас расположены файлы для печати. Ну и конечно же настройки прошивки. Нажимаем на шестеренку. И здесь у нас огромный список настроек. Нажимаем Motion, это перемещение по осям. Мы можем переместиться по X, Y, Z. Проверить, правильно ли работают шаги наших моторов. Также можем нажать Auto Home, Bed Leveling, это калибровка нашего стола. Сделать тест или же отключить моторы, чтобы они не работали в режиме удержания. По температуре здесь тоже все понятно. Пресеты, скорость вентилятора, температура стола, сопла. Также при желании можем сменить филамент. Ну и последний самый важный пункт — это конфигурация. Мы можем отключить наши сенсоры, Z-Offset поставить, если, например, у нас слишком завышено сопло над столом. Advanced Settings — это важные настройки, потому что здесь мы можем откорректировать параметры прошивки. То есть нам не нужно постоянно перепрошиваться. Все это можно сделать через меню панели. У нас стоит сейчас, видите, 300 и 300. Хотя мы с вами ставили 200. Для того, чтобы вступили в силу наши настроечки, нам нужно зайти в Advanced Settings, стрелочкой вниз и нажать Restore. После этого нажимаем Store Settings. Снова заходим в Конфигурация, Advanced Settings, перемещение. И вот, пожалуйста, теперь наши параметры указаны верно. 200 мм и 200 мм в секунду максимум. А значит и все остальные параметры, которые мы внесли в прошивку, здесь тоже уже изменились. Возвращаемся назад. Ускорение 700-700 вместо 1500, как мы с вами меняли. Junction Deviation тоже установлен правильно.
Prop Offset — это те параметры, которые мы с вами ставили относительно сопла и стола. Опускаемся ниже, можем изменить, например, настройки шагов. Здесь у нас по умолчанию стоит 160, 160, 800 и 830. Экструдер мы сейчас откалибруем с вами по новой. Можем поставить минимальные, максимальные температуры, поставить длину при загрузке филамента и инициализировать EEPROM. Как видите, друзья, прошивка Marlin намного интереснее, чем стоковая заводская прошивка. Потому что здесь все параметры практически находятся в меню принтера. А значит, не нужно постоянно перепрошиваться, и все это можно сделать в ручном режиме. Ну а теперь, друзья, давайте откалибруем наш Direct Extruder. Для того, чтобы максимально и точно откалибровать наш Direct, нужно следовать следующей инструкции. Чтобы наш филамент свободно проходил через фидер, нам, естественно, нужно открутить сопло. Я же, например, вообще открутил нагревательный блок, так как подача филамента зачастую происходит в нагретом состоянии. На холодную он не давится. Нагревательный блок отставил в сторону. И теперь, видите, легко можно продавливать наш пластик. Берем кусачки и за подлицо с термобарьером отрезаем лишнее. В меню обновленной прошивки заходим, естественно, в температуры, нозл и нагреваем до 185 градусов. Что я, в принципе, уже сделал. Далее возвращаемся, выбираем Motion, Move Axis, Extruder. И выбираем миллиметры, 10 миллиметров. Здесь нам нужно выставить, например, количество миллиметров, которые мы хотим выдавить. Как мы видим, пошел процесс выдавливания филамента. Я поставил 300 миллиметров. Ожидаем, когда закончится выдавливание, чтобы замерить длину прутка. После того, как нужная длина нам выдавилась, пруток можно замерить и здесь, но я предпочитаю обрезать. Мне не жалко филамент, так удобнее измерять. Берем длинную линеечку, прикладываем наш пруток, и здесь мы получаем с вами 305 миллиметров ровно. А нам нужно 300. Для того, чтобы точно просчитать наши шаги, заходим в меню, конфигурация, Advanced Settings, стрелочкой опускаемся вниз, Steppers. Смотрим, у нас сейчас стоит E-Steppers 830 шагов. Это на самом-то деле много, поэтому просчитываем по формуле. Количество шагов в прошивке это 830. Умножаем на то количество, которое мы хотели выдавить, это 300 мм. И разделить на то количество шагов, которые мы получили, 305. И вот, пожалуйста, точный результат. 816 шагов нужно поставить, чтобы наш филамент давился так, как нужно. Steppers. Здесь мы меняем E-Steppers 816. Обязательно, когда делаете такие изменения, опускаемся вниз стрелочкой и нажимаем Store Settings. Это сохранение этих настроек. Потому что если вы выключите принтер и не сохраните, они просто вернутся на старый 830. А нам надо, чтобы было 816. Ну и, конечно же, делаем проверку. Запускаем снова выдавливание прутка. Также отрезаем за подлицо. И вот, пожалуйста, друзья, мы получили с вами ровно 300 мм. Точно так, как мы просчитывали. Перед тем, как запустить на печать, давайте более точно откалибруем наш стол. Для этого обязательно его нужно разогреть. Хотя бы до 80 градусов. Это нужно для того, чтобы поверхность нашего стола самовыровнялась. Для калибровки можно использовать обычный лист бумаги, но он проминается, потому что не обладает высокой твердостью. В отличие от того же набора щупов. Здесь у нас присутствует градация с разной толщиной. И это очень удобно. Для пластика пыла, который мы будем сейчас тестировать, я выбираю щуп 0,1 мм. Выводим нашу голову в передний угол. Опускаем до уровня стола, пока не коснется щупа. Еще очень важный момент. Когда мы приподнимаем вот этот угол, противоположный угол может немножечко опуститься. За счет того, что ролики находятся у нас посередине и производится такой небольшой перекос. Поэтому процедуру калибровки нужно проводить несколько раз, чтобы окончательно удостовериться, что вы откалибровали все верно. В нашем случае рабочая область печати у нас достаточно большая, 255 на 255. И при таких габаритах, конечно, может где-то появляться бугор или в центре, или же наоборот яма в центре. Чтобы учесть эти все неровности, в нашем случае можно использовать функцию автоуровня. Для этого заходим в меню принтера, выбираем Motion и здесь можем выбрать Level Bed. И обратите внимание, из-за того, что мы с вами все верно просчитали по рабочей области, датчик находится именно точно в центре. Сейчас он перемещается на первую точку калибровки. И так откалибрует как раз весь наш стол. Здесь вы, кстати, можете наблюдать по оси Z отклонения. 4,93, 4,91, 2 соточки. Теперь очень важный момент. Нужно настроить Z-Offset, то есть высоту от стола до сопла. Для этого выходим в Home, Motion, Auto Home.
В моем случае зазор между столом и соплом составляет где-то порядка 2,5 мм. И естественно нам нужно это все учесть в прошивке Marlin. А для этого снова заходим в настройки, выбираем конфигурация, Prop Z Offset. И здесь мы должны с вами опустить нашу голову ниже уровня. Просто нажимаем, и он автоматически опускается. Ну и конечно не забудьте поставить щуп. Я использую здесь щуп 0,1 для пластика ПЛА. Как видите, друзья, Z-Offset у нас составил минус 1,79. Почти 2 мм. Нажимаем принять, опускаемся вниз, нажимаем Store Settings, чтобы сохранить настройки. А теперь, друзья, первая печать на модернизированном нашем Tronci XY2 Pro. Привет, друзья, еще раз. Надеюсь, это видео вам понравилось. Модернизации мы сегодня сделали капитальные. И они позволят нашему принтеру работать верой и правдой, долго и радовать нас печатью. Но все-таки давайте подведем небольшой вывод по нашей модернизации. Благодаря установке более тихих, более качественных вентиляторов, радиаторов на драйвера, понижаек, мы получили надежное охлаждение материнской платы и снизили уровень шума, что немаловажно. Ролики OpenBuild показали себя с наилучшей стороны, ведь поликарбонат более живучий, чем штатные. Но при этом хочу отметить, что на штатных роликах OpenBuild можно тоже печатать очень и очень долго, без каких-либо проблем. Поэтому менять их — это уже ваш личный выбор. Можно и не менять, можно оставить и заводские. Замена более мощных пружин и термоизоляции себя полностью оправдывает. И всем рекомендую это сделать. Магнитный стол оказался очень удобным. Ребята, ну это просто реально бомба. Во-первых, все липнет отлично, без каких-либо проблем. Снимается деталь буквально за пару минут. Ничего не нужно отдирать. И это реально круто. Поэтому тоже рекомендую к покупке. Ну и конечно, друзья, BMG Wind. Он является одним из лучших на сегодняшний день среди директ-экструдеров. Именно для дрыга-столов, да и в принципе не только. По габаритам он небольшой. При этом удачно крепится, без каких-либо сложностей и проблем. Для него спроектирован хороший качественный обдув на улитке 5015. А если сюда поставить термобарьер биметалл, ну в данном случае мы установили титан плюс медь, то он вообще печатает без проблем с любыми пластиками. Начиная от ПЛА, которые очень не любят цельнометаллы, и заканчивая там любыми высокотемпературными филаментами.
Данный фидер способен с ними работать без каких-либо сложностей. Да, он стоит немало, друзья, но мне кажется, он того стоит. И это подтверждают ребята, которые пользуются уже не первый год такой вот комплектацией. В целом могу сказать одно. Своими модернизациями я полностью доволен. И я считаю, что здесь в принципе больше дорабатывать особо-то и нечего. Разве что установить вторую ось Z. Для того, чтобы со временем не было перекоса в нашей балке. Ведь портал у нас тоже не вечный, и хотелось бы этот вопрос как-нибудь закрыть. И самое главное, мы сделаем это с минимальными затратами. Ведь мотор у нас уже есть. Мы можем, например, использовать штатный заводской от Direct экструдера. Останется только прикупить Т8 винт и втулочку. Ну и распечатать каретку, чтобы это все прикрепить. Но это уже сделаем мы, ребята, в следующем видео. Очень жаль, что менеджеры компании Tronxy совершенно не понимают, что у них под носом лежит действительно один из самых интересных продуктов на сегодняшний день. Они рекламируют всякие X5SA, X5SA Pro и еще какие-то другие принтера, но только не Tronxy XY2 Pro. На него рекламы почти нет. А это зря, потому что этот принтер может составить конкуренцию любому дорогостолу в бюджетном сегменте. Я надеюсь, что Tronxy отреагирует на это видео и внесут вот такие вот модернизации и улучшения. И выпустят новую модель Tronxy XY2 Pro версии 2, например. Еще раз, друзья, напомню, цена этого принтера составляет $188. Если поставить все вот эти вот модернизации, которые я установил, цена вырастет еще долларов на 80. То есть будет он стоить где-то $260-270. Но учитывая комплектующие, модернизацию, улучшения, огромную область печати и все остальные плюсы, мы получаем действительно безальтернативный принтер, которому конкуренции по сути-то и нет. Даже в таком ценовом диапазоне. Поэтому, друзья, смело вам рекомендую к покупке этот замечательный девайс. Он действительно стоит своих денег. И самое главное, он имеет огромный потенциал для дальнейших модернизаций, доработок и улучшений. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забудьте подписаться на канал. До новых встреч. Пока.